После позиционной Первой мировой войны крупные военные державы Европы начали возводить долговременные линии обороны. Это понадобилось, чтобы защитить наиболее важные для страны районы, ее сердце, от внезапного нападения неприятеля. Основами заграждений служили укрепленные районы. Франция, Германия, Советский Союз. Каждая страна оборудовала укрепрайоны по-своему – фортами, укрытиями, различными заграждениями от пехоты и военной техники, а также медчастями, частями связи и многим другим. Инженеры и военные использовали всевозможные решения для сдерживания потенциальной атаки. Мы решили выяснить, какая линия была самой передовой на момент постройки, какая оказалась самой протяженной, а какая из них выполнила свое предназначение лучше других. Для начала выясним, какая линия была самой протяженной. По условиям Версальского договора Германии запрещалось иметь на границах любые оборонительные сооружения. Но когда к власти пришли нацисты, строительство линий укреплений все-таки начали. Первые огневые точки появились в 1934 году на границе с самым опасным на тот момент соседом – Францией. Укрепления и стали основой для строительства Западного вала, известного также как линия Зигфрида. Линию Зигфрида строили, чтобы защититься от наступления французских войск. Но самые первые огневые точки могли уберечь личный состав лишь от пуль, осколков и огня легкой артиллерии. С 1936 года началось строительство крупных и тяжело вооруженных групп укреплений. Линия Зигфрида растянулась по границе с Францией, Люксембургом, Бельгией и частично затронула границу Голландии. Протяженность всей линии около 630 километров. Именно за это расстояние, более 600 километров, в рейтинге протяженности линия Зигфрида занимает 3-е место. Давайте посмотрим, кто же занял строчку выше. Франция хорошо помнила ужасы Первой мировой войны и не могла спокойно жить рядом с таким соседом, как Германия. Поэтому еще в 1929 году начала строительство своей оборонительной линии. Ответственным за возведение преграды был французский военный министр Андре Мажино. Протяженность линии на границах с Германией до 1936 года составляла чуть более 360 километров, в 2 раза меньше, чем линия Зигфрида. Но до 1940 года строительство продолжилось на границах с Люксембургом и Бельгией, вплоть до Атлантического океана. В итоге суммарная протяженность европейской части линии Мажино вдоль Италии, Швейцарии, Германии, Люксембурга и Бельгии составила почти 750 километров. В пересчете на сегодняшние деньги стоимость строительства линии Мажино составляет примерно 3 миллиарда евро. Это не так уж и дорого. Оборонительные сооружения включали в себя укрепления вдоль границ с Германией и Италией, казематы на Корсике, казематы в Тунисе назывались линия Марет и являлись частью линии Мажино. Итак, линия Зигфрида, возведенная Германией, 630 километров, французская линия Мажино, 750 километров. Но так ли это много? Выясним, сравнив их с линией Сталина. После окончания гражданской войны Советский Союз, опасавшийся нападения ряда государств при поддержке Великобритании и Франции, также начал укрепление границ. В 1928 году началось строительство цепи укрепрайонов. Они должны были протянуться от Балтийского до Черного моря и прикрыть крупные промышленные и республиканские центры СССР. Сначала таких укрепленных участков было 13, а через 10 лет добавилось еще 8. К началу Великой Отечественной войны цепь насчитывала 22 укрепрайона. Их протяженность составила 1800 километров. Это в 1,5 раза больше, чем линия Зигфрида и Мажино вместе взятые. Таким образом, в рейтинге протяженности укрепрайонов линия Сталина уверенно занимает 1-ю строчку. Но какая из линий была самой продвинутой с инженерной точки зрения, узнаем прямо сейчас. — 90% укреплений линии Сталина имели пулеметное вооружение.
Когда началась стройка, предполагалось, что огневые точки будут отражать атаки больших масс пехоты и кавалерии. К середине 30-х годов самыми распространенными огневыми точками линии Сталина были пулеметные и пушечные полукапониры. В них умещались от 2 до 4 пулеметов «Максим». Гарнизон Капонира состоял всего из 10-12 бойцов. Также строились двухэтажные пулеметные и пушечные капониры. На верхнем этаже располагалось вооружение, а на нижнем — склады и помещения для личного состава. Были и артиллерийские капониры, в них располагались 76 миллиметровые орудия. Амбразуры для пушек закрывались бронированными щитами, которые поднимались с помощью лебедок. В крупных капонирах имелись склады оружия, боеприпасов и провианта. Чтобы обслуживать такое укрепление, требовалось 30 человек. Для координирования действий в огневые точки проводили телефонную связь. Глазами узлов обороны были перископы кругового обзора. В крупных дотах имелись воздушные фильтры, позволяющие выдержать газовую атаку. На самых важных направлениях доты строились так, чтобы своим огнем могли поддерживать друг друга. Между собой они иногда соединялись подземными ходами. Но полностью выполнить планы по строительству укрепрайонов на линии Сталина Советскому Союзу так и не удалось. По результатам инспекции в начале 1939 года выявились серьезные недостатки. Некоторые доты из-за неудачного расположения не видели местность перед собой и не могли вести огонь на большие дистанции. Какие-то укрепления оказались затоплены водой. Не хватало электрооборудования. Не везде было обеспечено снабжение. Зачастую доты были просто не замаскированы и даже не обсыпаны землей. Качество бетона тоже оставляло желать лучшего. Таким образом, несмотря на планируемую масштабность, линия Сталина уступала немецкой и французской линиям по уровню оснащенности. Именно поэтому линия Сталина занимает 3-е место в рейтинге мощности укреплений. Кто оказался на второй строчке? Смотрите дальше. На фоне советских укреплений линия Зигфрида выглядела гораздо лучше. И сейчас вы поймете, почему она занимает 2-е место. Линия Зигфрида больше напоминала полосу препятствий. Проходя ее, наступающая армия должна постоянно замедляться и в итоге оказаться измотанной. Первая линия заграждений относительно слабая. Она состояла в основном из лесных завалов, деревянных противотанковых надолбов на узких дорогах и других заграждений, прикрытых передовыми постами и пулеметными расчетами. Фактически она была предпольем обороны. Первая линия должна была заставить противника развернуться в боевые порядки, вступить в сражение и потерять время. Между первой и второй линией, возле перекрестков дорог, мостов и небольших деревень, находились отдельные дерево-земляные оборонительные сооружения. Это позволяло сдержать противника огнем. Вторая линия обороны состояла из противотанковых заграждений и железобетонных огневых точек, дотов и бункеров. Она была мощной, но все же преодолимой. Противник мог прорвать ее, но затем снова натыкался на отдельные укрепления. А за ними находилась еще более сильная линия. В этой полосе препятствий наступающий неизбежно терял темп и нес все большие потери в боях. В решающий момент свежие немецкие силы должны были контратаковать и разгромить неприятеля. Сооружения линии Зигфрида, построенные в рамках первой очереди, состояли в основном из дерево-земляных и местами бетонных укреплений. Толщина стен составляла от 30 до 60 сантиметров. Были и более мощные бункеры с толщиной фронтальной стены около 1 метра. Другими препятствиями должны были стать многорядные заграждения из колючей проволоки и противотанковые надолбы из дерева, металла или бетона. С 1936 года и до начала войны немцы проводили глобальные работы по возведению укреплений. Стали строиться сооружения с толщиной стен от 2 до 3,5 метров. Последние были рассчитаны на попадание бетонобойного снаряда калибром до 520 мм и авиационной бомбы массой в 1000 килограммов. На строительстве линии Зигфрида было задействовано 23 тысячи грузовиков. Каждые сутки разгружались около 4500 железнодорожных вагонов. Людей на строительство перевозило около 3500 автобусов. Кроме бункеров, на танкоопасных участках линии Зигфрида строились бетонные противотанковые надолбы, так называемые «зубы дракона». Они тянулись в несколько рядов на десятки километров. Казалось бы, никто не сможет превзойти немецких инженеров в строительстве укрепрайонов в нашем рейтинге. Но французы смогли. Линия Мажино включала в себя 3 вида оборонительных комплексов – укрепленные районы, сектора и участки.
Перед основными укреплениями располагалось предполье, противотанковые рвы, проволочные заграждения. Наиболее сильными были укрепленные районы. Они располагались на наиболее угрожаемых направлениях. Укрепрайоны — это система больших и малых фортов и отдельных долговременных огневых точек. Они были замаскированы, защищены от артобстрела и способны выдержать попадание крупнокалиберных снарядов. Толщина бетонного перекрытия дотов и фортов доходила до 3 метров. По расчетам французских инженеров, этого было достаточно, чтобы огневая точка не разрушилась, даже если в нее попадет 2 гаубичных снаряда калибра 420 мм. Укрепленные сектора создавались на второстепенных участках обороны. Они были менее защищены и состояли из небольших промежуточных укреплений и нескольких фортов, прикрывающих друг друга огнем. На местности, считавшейся наименее подходящей для вражеского наступления, располагались укрепленные участки. Они состояли из небольшого количества дотов в ключевых точках или рядом с важными объектами. Можно сказать, что они делались на всякий случай. Форты и крупные промежуточные укрепления линии часто были многоэтажными. Их можно сравнить с айсбергами. Наверху располагались только орудийные и пулеметные казематы, но большая часть была спрятана под землей. Глубина подземных этажей могла достигать 50 метров. Внизу, под толщей бетона, находились помещения для гарнизона, госпитали, штабы, электростанции, склады провианта и запасы воды. Форты оборудовались лифтами, подъемниками и даже узкоколейными железными дорогами для перевозки солдат и боеприпасов. Французы были единственными, кто в фортификации использовал бронекупола, которые поднимались для выстрела, а затем снова опускались, чтобы избежать поражения амбразур ответным огнем противника. Линия Мажино — настоящий шедевр инженерной мысли. И это первое место в нашем рейтинге самых укрепленных и технологически продвинутых сооружений войны. На линии Мажино находилось 700 противотанковых пушек. Но, как ни странно, был уничтожен лишь один немецкий танк, потому что большинство танков участвовали в наступлении через Бельгию. Многие не знают, но на то время на вооружении французской армии находилось 5000 противотанковых пушек калибра 25, 37, 75 мм и 47-миллиметровые противотанковые орудия на колесах. Это намного больше, чем количество немецких танков. Но немцам удалось успешно прорваться через Бельгию, через Арденны. И в итоге получилось так, как они и планировали. Мы уже обозначили самую протяженную и самую технологически совершенную линию обороны. Теперь самое время устроить проверку на прочность. Какая линия окажется самой непреодолимой для противника? Узнаем через несколько секунд. Как ни странно, одна из самых крупных оборонительных линий Европы, Мажино, оказалась меньше всего задействована в сражениях Второй мировой войны. Немцы нанесли главный удар там, где его не ожидали — в Арденнах. Эти лесистые горы считались непроходимыми для крупных войсковых соединений, особенно для танковых дивизий, основной ударной силы вермахта. А зря. К несчастью, именно здесь находился наименее защищенный участок линии Мажино. Пройдя через Арденны, немцы вступили в бой с небольшим укреплением Ля Фер. Гарнизон смог продержаться всего 2 дня. Во время французской кампании немцы еще несколько раз вступали в бой с отдельными, часто недостроенными укреплениями линии Мажино. Основная часть линии подняла белый флаг после капитуляции Франции. Франция начала укреплять границы с Германией и Италией, чтобы предотвратить неожиданное нападение и успеть мобилизовать армию, что заняло бы 20 дней. Также линия Мажино должна была вынудить противника ступить на территорию нейтрального государства — Бельгии или Швейцарии. Если Германия нападала на Францию через Бельгию, тогда Великобритания вступала в войну на стороне Франции, и конфликт сразу становился международным. Это было политическим мотивом сооружения французских укреплений. Так, самая укрепленная и развитая линия обороны, Мажино, оказывается на 3-м месте в рейтинге боевой эффективности. Перейдем ко второй строчке и узнаем, какая линия смогла сдержать натиск противника дольше.
Удар немецких войск 22 июня 1941 года быстро отбросил Красную армию от границ. Вскоре пришлось вступить в бой и линии Сталина. Большей части ее укрепленных районов долго продержаться против немцев не удалось. Астропольский и Летический укрепрайоны продержались всего 10 дней. Кингисеппский – 2 недели. Один из дотов Могилев-Подольского укрепрайона продержался неделю и замолчал только после того, как его гарнизон полностью погиб. В течение месяца бился с противником самый мощный из всех – Киевский. Он пал только после окружения и разгрома под Киевом войск Юго-Западного фронта. Исключением оказался 22-й Карельский укрепрайон, растянувшийся от Сестрорецка до Ладожского озера. Карельский укрепрайон из всей линии Сталина, он единственный, можно сказать, полностью выполнил свое предназначение. Не пропустил противника к городу. Но это все-таки второй по величине город страны и первый промышленный центр. Он состоял из 196 оборонительных сооружений. Этот укрепленный район сражался с сентября 1941 по июнь 1944 года. Укрепления линии Сталина не были рассчитаны на бой в изоляции. Рядом с ними должны были вести бой общевойсковые части, занимая позиции между дотами. В реалиях начала Великой Отечественной войны организовать это удавалось нечасто. Именно поэтому советская линия обороны занимает 2-е место в нашем рейтинге боевой эффективности. Несмотря на то, что линия Зигфрида была не самой протяженной и технически продвинутой, это не помешало оказаться ей самой непреодолимой. За время Второй мировой линия Зигфрида дважды выполнила свое предназначение. Первый раз — во время так называемой «странной войны». Французские дивизии так и не переступили даже первой линии ее укреплений. После поражения Франции в 1940-м линия Зигфрида оказалась ненужной Германии. Были отменены все планы строительства. Линию покинули рабочие. Гарнизоны некоторых сооружений использовали для пополнения пехотных частей. Недостроенные бункеры разобрали, а остальные законсервировали. В 1944 году, после высадки союзников в Нормандии, немцы попытались вернуть линию Зигфрида в строй. Но сооружения конца 30-х годов были устаревшими и обеспечить защиту от оружия союзников не могли. На постройку новых укреплений у Германии не было ни времени, ни ресурсов. Все, что смогли немцы, построили некоторое количество новых бункеров и бетонных точек с башнями от танка «Пантера». На скорую руку была выстроена сеть тобруков, одноместных бетонных огневых точек для пулеметчиков и гранатометчиков. Войска противника подошли к границам Германии в сентябре 1944-го. Они могли бы преодолеть этот призрак оборонительной линии одним ударом. Вместо этого союзные войска остановились перед линией Зигфрида вплоть до января 1945-го. Последняя точка в боевой истории линии Зигфрида была поставлена только в марте, когда ее прорвали в нескольких местах. Таким образом, линия Зигфрида хоть и не сыграла свою роль в полной мере, она смогла сдерживать продвижение войск противника дольше, чем линия Мажино и линия Сталина. Именно поэтому немецкое сооружение занимает первую строчку в рейтинге боевой эффективности. Подведем итог. Каждый из укрепрайонов имел свои особенности. Линия Зигфрида была хорошо организована и дважды сдерживала противника. Первый раз — во время странной войны 1939-1940 годов. Второй — после высадки союзников в Европе в 1944-1945 годах. Линия Мажино на голову превосходила конкурентов своей технической оснащенностью и оборонительными системами, но в военных действиях практически не принимала участия. А линия Сталина, хоть и была самой простой с инженерной точки зрения и, за исключением 22-го УРА, не смогла долгое время сдерживать неприятеля. Но именно она была самым протяженным оборонительным сооружением Второй мировой. Какими бы стали эти оборонительные линии, если бы их удалось достроить? Как изменился бы ход войны? Теперь нам остается только предполагать. История расставила все по своим местам.